Всем привет, с вами снова Max Day 7, и на этот раз у меня только хорошие новости. Перед началом видеоролика хочу сказать большое спасибо всем моим подписчикам и тем, кто меня смотрит, ведь я наконец-то получил роль контент-креатора официально в Роллеркоине. Дает мне некоторые плюшки, а также позволяет получить доступ к инсайдерской информации, следовательно, я буду знать о каких-то выходящих ивентах, обновлениях и прочем немного ранее, чем все остальные, и постараюсь как-то вас ввести в курс дела, хотя делать это мне запрещено, но никто не запрещает косвенно сказать, что я советую вам подкопить RLT, или же я советую вам скрафтить тот или иной майнер прямо сейчас. Всем спасибо за эту поддержку, а теперь приступим дальше к ролику и, соответственно, к новостям. В Роллеркоине у нас всего две новости, обе они хорошие, и для нас это очень даже круто. Самая первая новость, которая нас, соответственно, интересует, это криптоквесты. Они обещали ввести квесты, которые будут давать вам непосредственно криптовалюту, и, пожалуйста, они его ввели. Да, криптовалюты здесь немного, 15 догов, и для тех, у кого уже есть много мощности, это может быть несущественным, но для тех, кто только начал играть в роллеркоин и планирует хотя бы какие-то денежки здесь заработать, 15 догов это тоже сумма. Для нас, именно для всего СНГ комьюнити, этот квест не то чтобы, скажем так, проблемный, но здесь нужно будет выполнить 15 недельных квестов. И тут есть небольшая помарочка. Никто до сих пор не знает, будет ли считаться квест на выполнить 10 викли квестов и получить 10 РЛТ за счет вот этого квеста. И если он будет считаться, то поздравляю нас всех еще раз, только уже с тем, что мы без проблем будем получать криптовалюту за квесты. И если же он не будет учитывать вот этот за 10 РЛТ, здесь у многих возникнет проблема, потому что получить 5 тасков за неделю для многих из нас достаточно сложно. И если это так, то, к сожалению, эта акция будет проходить больше, скажем так, количество раз просто мимо нас. Вторая же очень хорошая новость — это непосредственно то, что они опять увеличили блок Rewards. То есть награды за блок они подняли, как и обещали, еще раз на 25%. Если кто-то забыл, в течение всего этого сезона они обещали увеличить блок Reward в 2 раза. В самом начале, когда его только запускали, они увеличили его на 25%. Сейчас они увеличили его еще на 25%, следовательно уже на 50%. Что это нам дает? Чем больше блок ревард, тем больше награда для каждого участника, который майнит ту или иную монету. Сделано это, понятное дело, в связи с тем, что общая мощность растет как на дрожжах. Она очень сильно вырастает из-за того, что в игру приходит огромное количество новых новичков, а также из-за того, что огромное количество старых и очень сильных игроков, допустим, если мы возьмем именно топ игроков, да, они получили какие-то невероятные бусты по, соответственно, мощности. Допустим, 17, ну, почти уже 17 яш, это, ну, какая-то невероятная цифра. Также здесь есть еще 5, 4, хотя недавно, как бы 800 яш, это было уже просто огромным. А если брать, как бы, не недавно, а, допустим, полгодика назад, то даже 200 PH, PH, а не EH, это было, ну, супер круто. Поэтому, когда мощность начала расти, когда игроков стало прибавляться, стало понятно, что сама по себе награда, которая уже делится на данный момент на такое количество игроков, она просто-напросто перестала удовлетворять большинство пользователей. То есть, когда ты раньше, условно, имея там какую-то определенную мощность, мог получить, ну, хотя бы там, не знаю, 10, да, 10 РЛТ в месяц, играя там постоянно. Теперь, конечно же, с маркетом и заданиями это сделать проще. Тем более, что тебе чисто за задание дают 10 РЛТ. Но, тем не менее, это, как бы это сказать, раньше было
сложнее этого достичь, но ты прям чувствовал, что ты тратил время и получил какое-то вознаграждение. Сейчас же ты можешь надеяться вот на эти вот RLT здесь, можешь надеяться на Daily RLT вот здесь вот, но как такового прям майнинга ты не ощущаешь. И сейчас, соответственно, когда блок ревард изменился, это прекрасно, по причине того, что, да, все начнут зарабатывать больше. И еще этот блок ревард они должны будут изменить 2 раза. Извиняюсь. Также из хороших новостей ждите в скором времени еще один мини-ивент. Я, к сожалению, прошлый ивент не успел пройти. Так получилось то, что меня свалила с ног корона, всеми так любимая, да. И я был какое-то время вообще не в состоянии что-либо делать. Сейчас я уже более-менее выздоровел, но в тот момент, когда меня свалило с ног, а, случился казус. Они выключили буквально разработчики Rollercoin, они выключили буквально на последние 3 часа, когда оставалось еще, была возможность допройти ивент, они выключили сервера, а после этого они их включили за 40 минут до конца, да, ивента, но ивент уже был выключен. И это как-то ударило больно по моей, скажем так, еще дополнительно психике, потому что было очень обидно, ведь я уже подготовил сумму для того, чтобы сделать себе x10. Вот, пожалуйста, просто вот в эфире все как положено. Но, к сожалению, не получилось, как говорится, не фартануло. Итак, всем спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, что сейчас больше людей, новичков, заинтересуется тем, что можно заработать условно в роллеркоине. Но, опять же, я говорю, если вы идете сюда за деньгами, то есть вы хотите прям много зарабатывать и прочее, роллеркоин, скорее всего, не про вас. Ребят, здесь пускай и действительно минимум рисков, потому что проект развивается очень долго, и здесь есть какая-то хотя бы play составляющая, да, то есть это нельзя сравнить с тем, где просто что-то наобум сделали и, мол, типа, вот, пожалуйста, мы хотим собрать денежек. То есть проект развивается долго и будет еще долго развиваться, но все-таки нужно понимать, что для того, чтобы здесь что-то заработать, нужно будет вложить достаточно большие деньги. А также это гонка вооружений. Хотя лично я знаю людей, которые, вкладывая минимум денег, но при этом используя максимум возможностей в игре, то есть это и маркет, и игры, и все квесты и прочее, получили уже мощность в разы больше, чем я. Хотя у меня, казалось бы, есть там рефералы, и я получаю с них все-таки какой-то кэшбэк, хотел сказать, но нет. Вот даже, видите, увеличилось как-то количество того, кто регистрируется по моей ссылке. И в общей сложности у меня получается 125 рефералов, активных из которых, правда, 3. И вот вы можете посмотреть, что я даже что-то получаю. Какие-то вот бывают моменты, где что-то у меня выходит. Теперь точно всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было для вас полезным. С вами был MaxDays7. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и регистрируйтесь в игре по ссылке в описании.